Silent Hill – игра со сложной судьбой, вокруг которой есть множество легенд и споров. Порой это обусловлено хитроумностью и недосказанностью самих игр, а порой заявлениями официальных лиц, либо противоречащих друг другу, либо, в силу разных причин, не говорящих всей правды. В этом видео я собрал 5 случаев, когда официальные лица, имеющие отношение к этим играм, говорили, на мой взгляд, неправду. После слабых продаж 3 и 4 части, Konami решили передать серию на бюджетный аутсорс за пределы Японии. А пиар-лицом всего этого стал Том Хьюлитт. В титрах игр он числится как Associate Producer, то есть помощник продюсера. Человек, который ничего не решает, но принимает участие в разработке и выражает свое ценное мнение по разным вопросам. Все мы знаем, как эти игры были приняты комьюнити. Плохо. Настолько плохо, что Том Хьюлитт стал объектом ненависти большого количества людей, справедливо или не очень, винивших его в печальной метаморфозе, постигшей серию. Но, о чудо, вскоре выяснилось, что мы вообще-то должны быть благодарны Тому, ибо если бы не его отчаянная борьба, Homecoming показал бы нам такое, о чем и думать страшно. One of my biggest contributions, I guess, was I went through and made sure that things fit into canon. I know some fans would argue that, but they didn't see the first draft that I saw, so you have to take my word for it. But originally the producer of that game intended it to be the first in a trilogy. Wait, what? Yeah, so Wow. we could have had 3 games with Alex Shepard, and Heather would come back to Silent Hill and join up with him and such. And the big end scene that they were planning was sort of this, big showdown between Josh, who represented water, and Alessa, who represented fire, and then sort of have a Super Saiyan battle over Toluca Lake. Wow. What? So things like that, I tried my best to get rid of. Well, thank you for stopping it from being a trilogy and having some Super Saiyan battle at the end. Как замечательно. Том сделал все, что мог. Это дурацкие разработчики виноваты в том, что игра не удалась. Мне сразу, как только я это услышал много лет назад, было очевидно, что это вранье. Ты сделал игру, которая мало кому понравилась. И те, кому она не понравилась, очень на тебя злы. И это твое наследие. Ты вводишь свое имя в Гугле и читаешь проклятие. И смотришь на смешные картинки с дураком собой. Что ты можешь с этим сделать? Пойти на фанатский подкаст и рассказать, что игра могла быть в 100 раз хуже, если бы не ты. Придумать какую-нибудь дичайшую дурь, по сравнению с которой дурь, происходящая в игре, показалась бы цветочками. И это сработало. Все любят Тома Хьюлитта. Том Хьюлитт – незаслуженная жертва мерзкого комьюнити. Сюжет Homecoming был написан 3 людьми. Главный дизайнер Джейсон Аллен, главный художник Брайан Хортон и главный левел-дизайнер Дэниел Джейкобс. После чего сюжет был допилен и превращен в непосредственные игровые тексты Патриком Дуди и Крисом Валензиано. Я написал всем этим людям и получил ответ лишь от Дуди и Валензиано. Это было бы прикольно, но мы определенно не обсуждали ничего такого во время разработки. В моем сценарии нет упоминания Алессы, кроме исторического документа, который мы использовали как референс. Возможно, у Тома были разговоры на более высоком уровне с Konami, но с нами за 2 года ничего такого не обсуждалось. Так или иначе, я не верю Тому Хьюлитту и считаю всю эту историю хитрым планом по спасению лица. И бог свидетель, такой формат дэмэдж-контроля популярен, ибо спустя 2 года... Предыдущая игра серии, Silent Hill Origins, начала жизнь в Лос-Анджелесском отделении фирмы Climax. Спустя время игра перешла в британский офис Climax. По сравнению с Homecoming, Origins имеет лучшую репутацию. Говном на палке ее считают лишь упертые фанаты оригинальных японских игр, чье количество примерно равно населению Ватикана. Тем не менее, глава британского Climax Сэм Барлоу в 2014 году рассказал миру, что первая версия игры представляла собой черную комедию, местами вдохновленную сериалом Scrubs. Клиника по-нашему. Том Хьюлитт спасал себя перед лицом истории. Что побудило Сэма Барлоу выдумывать небылицы про Origins? Через 2 года он сделал Shattered Memories, всенародно любимую игру, качество которой признают даже самые упертые фанаты первых 4 частей. Зачем Сэмми? Зачем? Есть только одно объяснение.
Сэмми говорит правду. Я не смог найти точную дату перехода игры из Америки в UK. Разработчики в одном интервью говорили, что на доделку игры у них было 6 месяцев, а в другом, что год. Окей, положим, что у них был год. Origins вышел в ноябре 2007 года. Стало быть, от американцев он ушел ориентировочно в ноябре 2006. Первый трейлер игры появился в мае 2006 года, за полгода до обозначенной выше даты. Трейлер совершенно суровый, мрачный и кровавый. Никаких намеков на какую-либо несерьезность. Все интервью, данные в лос-анджелесский период, уверяют нас, что игра будет серьезной, каноничной и всем тем, к чему мы все привыкли. Кроме того, существует куча ранних билдов, кат-сцен и концепт-артов, и нигде во всем этом нет ничего похожего на комедию. В СХ-2 больше комедии, чем во всем этом. Давайте подумаем логически. Climax LA, наверняка не без труда выигравшая подряд на Silent Hill, сидит и думает: что бы нам сделать? Как бы нам, не то чтобы процветающей студии, выполнить этот проект так, чтобы игра всем понравилась, хорошо продалась, мы заимели нестыдный пункт в наших резюме, а довольные Konami заказали у нас еще парочку Silent Hill'ов. Точно, давайте сделаем из Silent Hill'а черную комедию, вдохновленную клиникой. Я в это не верю. Хоть убейте, но я в это не верю. Я вижу тут тот же паттерн, что и с Хьюлитом. Только не понимаю, зачем это было делать. Возможно, Барлоу хотелось иметь свой полноценный автограф только под действительно успешный Shattered Memories. Хрен его знает. Существует странная история с актером озвучки Гарри Мейсона. В титрах актер значится как Майкл Джи. Долгое время считалось, что это Майкл Гофф, довольно известный актер озвучки, озвучивший, например, Декарда Кейна в Диабло. Но в 2008 году кто-то спросил его об этом напрямую, и Гофф ответил, что нет, я не Гарри Мейсон. Спустя 10 лет появилось интервью человека по имени Майкл Гуин. Майкл Гуин утверждает, что он актер озвучки, принимавший участие в озвучивании ряда японских игр тех времен, включая и Гарри Мейсона в Silent Hill. Казалось бы, в чем проблема? А проблема вот в чем. Майкл Гофф звучит как Гарри Мейсон. Я слушаю его голос, и у меня нет сомнений, что это Гарри Мейсон. Have you seen a little girl just turned 7 last month? My daughter. I've got to find her. In that case, I need to find her now. You had to pick one. Favorite? That's, it's like asking, who's your favorite child? Any one of my guys would have killed him. My daughter thinks you're a hero. Голос Майкла Гуина тоже при некотором напряжении и фантазии можно счесть похожим на голос Гарри, но в значительно меньшей степени. Japanese had this approach, and maybe it happens here in the States or other places like that as well. But the first thing I sang for the Sony Walkman was kind of a ballad. It was a very emotional ballad. Моя теория такова. Майкл Гофф озвучил Гарри Мейсона. Ему не нравится, как это вышло. Silent Hill 1 широко известен как пример плохого войс-актинга. Майкл Гофф не хочет, чтобы его с этим ассоциировали. Поэтому он решил отказаться от этой роли. Кто такой Майкл Гуин и почему он делает вид, что это он озвучил Гарри Мейсона, я не знаю. Наиболее вероятным объяснением, мне кажется, что это какой-нибудь приятель Гоффа, которого тот попросил дать пару интервью, чтобы уже закрыть этот вопрос окончательно. А может, это и сам Гофф, а от приятеля потребовались только фотографии. Вы, наверное, думаете, что у меня шиза, но вот последний аргумент. Спустя 2 года Майкл Гуин, уже точно Майкл Гуин, озвучил персонажа в Metal Gear Solid 2, игре от Konami, сделанной в том же здании, в котором 2 года назад делался SH1. Каковы, шансы, что 2 американских Майкла Джи озвучивали игры Konami с разницей в 2 года? В ролике о создании второй части Такайоши Сато говорит, что не мог доверить лицевую анимацию motion capture, ибо он не ловит нюансов. As a matter of fact, to obtain better results in face animation, Sato did not resort to motion capture. I couldn't trust the, face motion capture. That motion capture system took just the, position of the skin. If you open the mouth, muscles around here is tighten, but a motion capture cannot capture it. Окей.
Первая известная мне игра, в которой использовался Face Mockup, LA Noire в 2011 году. Более ранних примеров мне не удалось найти. Может быть, Face Mockup где-то был и раньше, в более примитивном виде, но CH2 делался в 2000-2001 годах. Я очень сомневаюсь, что в те годы такая технология была в виде, пригодном для видеоигр. И если была, что она давала результат хуже, чем лицевая анимация в CH2. Я не хочу сказать, что она там плохая. Для 2001 года она там, возможно, лучшая в индустрии. Но никаких нюансов, о которых говорит Сато, там нет. Короче говоря, я считаю, что Сато врет. После того, как это было написано и озвучено, до меня дошло, что, наверное, Сато говорил о CG-роликах. Там лицевая анимация, безусловно, сильно лучше. Но даже так, липсинг там all over the place. И я не понимаю, почему нельзя было использовать мокап-анимацию как базу, от которой уже плясать дальше. Короче говоря, мой поинт остается в силе. Я считаю, что у Сато просто не было доступа к лицевому мокапу. Его спросили, анимируете ли вы лица мокапом? Что он мог ответить? Разберем варианты. Первое. Вы знаете, лицевого мокапа в играх не бывает. А вдруг он бывает? Сато, конечно, крутой чувак, но он все-таки один японец, работающий как раб на галерах в одной мудацкой компании. Кто его знает, бывает фейс мокап или нет? Может, его только у Konami нет. Второй вариант. Вы знаете, у нас нет такой технологии. Это значит подставить Konami. За такое нас по голове не погладят. В итоге безопаснее всего сказать, вы знаете, фейс мокап сосет. Я руками лучше анимирую. Вот такие дела. В CH2 есть известный момент с шепотом. Люди годами пытались разобрать, что же там говорится. Спрашивали разработчиков, и те отвечали, что, дескать, это кто-то из актеров что-то пробурчал, никто ничего не понял, но решено было вставить этот шепот, ибо звучит крипово. Ну и, короче, в итоге было установлено, что это стоковый звук. Я не хочу сказать, что Джереми Блаштейн врал. В конце концов, звуком занимался не он. Видимо, это просто его догадка о том, что это за звук. Так что же, получается у меня не 5, а 4 пункта? О нет, я придумал еще один. Окей, это широко известная байка, источника которой я сейчас не смог найти, но это точно было. Ямаока в каком-то интервью говорил, что написал тему лоры за 3 дня. Почему я считаю, что он лукавит? Вот трейлер сентября 2000 года. В нем звучит ранняя версия трека. Она другая. Тут другая структура и даже пока нет главной мелодии. Ежели Ямаока написал трек за 3 дня, то как же может существовать трейлер с разительно отличающейся версией этого трека? Такое может быть, только если этот трейлер был сделан в процессе написания трека. Сами понимаете, насколько это маловероятно. Очевидно, что Ямаока имеет в виду, что написал некую основу за 3 дня. Но говорить, что он сделал весь трек за 3 дня, это, по-моему, большое преувеличение. Я все равно люблю Ямаоку, не поймите меня неправильно, я всех люблю. И Ямаоку, и Сато, и Майкла Джи. Просто тема видео такая. Вруши.